Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Мы уже собираем картофель, копаем. Итак, сегодня у нас 24 мая, снимки эти делаем. И картофель зеленый, у нас начались дождики, и это очень хорошо. Ну а мы высаживали, у нас есть видео, ранний картофель, очень рано под агроволокно вот этот ряд. Вот это и есть этот картофель, мы об этом тоже рассказывали. А вот этот картофель только начинает цвести. Но вот беда в том, что и прохладные ночи, и очень много влаги. И вот картофель, смыкание произошло. Поэтому мы сегодня будем обрабатывать, вечером готовимся к обработке молочным коктейлем. А так как сейчас очень нежная, луна в нежном знаке, в знаке воды, то, естественно, нужно обрабатывать не химическими фунгицидами, чем мы не пользуемся, а мы будем готовить свой натуральный продукт, молочный коктейль на основе молока. Здесь будет обязательно еще важные ингредиенты, и их мы взяли с аптечки и с домашних своих хранилищ. Это все органика. Это будет и подкормочка. Ну, вы знаете, сейчас я лучше вам все по порядку расскажу. Сейчас мы будем готовить коктейль, называется молочный коктейль, супер коктейль и для урожая, и для того, чтобы сохранить сейчас картофель от грибковых заболеваний. После таких вот погод, как у нас сейчас, обычно у нас всегда фитофтора, ну и пойдет дальше разные другие заболевания. Поэтому, вот смотрите, я записала снова же, чтобы четко было видно и легко записать. 1 кофейная ложечка, вот у меня кофейная ложечка, и вот борная кислота. Это продается в любом семенном магазине, это есть в свободном доступе. Кофейная ложечка, не чайная, и она должна быть вот не сверхом, а вот ровненько, видите как? Вот ровно. Вот. У меня уже подготовлена, у меня баночка, это уже с этим от марганцовки, я много лет этим занимаюсь. Сюда, здесь уже температура где-то 50-60 градусов. Почему именно в горячую воду? Потому что если в холодную не растворится борная кислота. А борная кислота, бор, это не просто препарат, который делает все, чтобы хорошо плодообразование было, а еще это и защита. Борная кислота, защита против грибковых заболеваний. Но в таком количестве на 10 литров мы готовим раствор на 10 литров. Итак, смотрите, все растворилось. Теперь беру столовую ложку. Вот у меня есть такая еще с советских времен. Вот. Беру эту ложку, и у меня есть марганцовка. И вот марганцовки беру на кончик, вот только. И сюда же в горячую эту воду добавляю. Вот. И тоже надо все это очень хорошо, чтобы все, видите, какая получается, какой цвет, чтобы все кристаллы в горячей воде, вот оно хорошо тает. Теперь следующий шаг. Теперь добавляем сюда молоко. Значит, что касается молока, я покупаю цельное молоко, оно и жир тут есть, если есть возможность обезжиренное, можете обезжиренное. Молоко служит в первую очередь для того, чтобы прилипатель, как бы прилипатель на листьях должен быть, и питательное вещество. Мы знаем, сколько уже про молоко много говорили, сколько здесь находится различных макро-микроэлементов, аминокислот и всего подобного. Но если у вас нет возможности доступа до молока вот такого цельного, то можно взять магазинное, потому что здесь важно именно как прилипатель и как смягчитель. Вот смотрите, что у нас уже получилось. Вот такой цвет. Кофе с молоком получается. Вот. Ну и остается у нас еще 2 элемента очень важных. Еще йод. Йод. 30 капель нужно. Я уже знаю, у меня вот этот колпачок, это 30 капель. Вот, это много. Вот половина колпачка, это 30 капель. Я уже знаю это. Это тоже, кстати, очень хороший фунгицид. Натуральный фунгицид, аптечный. Вот. Цвет, конечно, еще темнее становится. Вот. И последний элемент, очень важный. Это у нас называется мочевина. Сейчас я протру ложку. Вот такие кристаллы я храню
мочевину в баночке под крышкой. И что дает нам мочевина? Это подкормочка. Очень хорошая подкормка именно сейчас. Она очень нужна для наших растений. Теперь, почему я вот использую именно вот этот раствор сейчас защитный? Можно было бы какой-то биопрепарат использовать. Дело в том, что сейчас ночью у нас 12-13, иногда чуть ниже. Биопрепараты плюс 14 работают. А обрабатывать вот этим молочным коктейлем нужно только вечером. Ну и биопрепараты тоже вечером, потому что днем никакого результата не будет. Что-то будет, где-то под лучами солнца погибнет. Вот это все бактерии, которые мы используем. Это закрываем баночку. Теперь вот эту баночку, которая у нас уже создалась, вот этот коктейль, добавляем в 10 литров воды. Нужно сразу же, после того, когда сделаю вот этот раствор, сразу же его добавляю в 10 литров воды. Вот. И перемешиваю. Хорошо перемешиваю и заливаем в бак. Вот этот раствор нельзя долго хранить, эффективности не будет, нужно сразу им обрабатывать. Все, теперь заправляем все это, отправляем в бак и будем обрабатывать. Раствор готов. Коктейль, смотрите, какой красивый, беленький. Обработка вот так проводится. Сначала один ряд проходится, и вот затем другой ряд обратно. А потом с этой стороны снова же ряд. Должны полностью все кусты, все сверху донизу быть обработаны вот этим питательным коктейлем, защитным и подкормочка хорошая. Ну что ж, нам предстоит дальше работать с картофелем. Мы прощаемся с вами. Всего вам самого доброго. До новых встреч в новых видео. Напомню, что делали это видео и обработку Раиса Горяченко и Александр Волик. Будьте здоровы!